Лесник одним днем пошел в лес насобирать черники, чтобы удивить своего внука свежими ягодами. Он знал эти места хорошо и понимал, что для того, чтобы найти крупные ягоды, нужно зайти в глухую чащу. По прибытии на место, пожилой мужчина на корточке присел, рядом поставил корзину и принялся чернику собирать своим ковшом самодельным. Он был настолько увлечен, что не заметил, как оказался рядом с глубокой ямой. Внезапно раздалось ярое рычание. Это был большой медведь. Видно, он почуял, что в его территорию проник человек, и решил наказать гостя незваного. Но лесник опытный всегда носил ружье с собой. Он выстрелил в воздух. Медведь отступил, но не спешил покидать опасное место. Лесник сразу осознал, из-за чего. На земле лежал небольшой медвежонок. Зверек попал в капкан и не мог освободиться. Бурая хищница просто охраняла своего малыша, не зная, как помочь ему выбраться. Человек из сумки достал нож перочинный и за пару минут освободил ловушку. Чтобы не проверять свою удачу, он поспешил уйти, ведь медведица могла скоро прийти в себя. На обратном пути он ощущал, что его преследуют, поэтому ему пришлось почти бежать. Только выбравшись из леса, он оглянулся. Медведица за деревьями стояла и смотрела на него странным взглядом. Это было не просто дикое животное, а мать благодарная, которая хотела лесника хоть как-то за спасение малыша отблагодарить. Но лесник этого тогда не понял. Он думал, что медведица просто не успела его настичь. Примерно спустя год лесник находился в своем доме и ожидал возвращения дочери с зятем. Они отправились в город за детской кроваткой, и семья ожидала пополнения. Однако молодые задерживались, и старик начал беспокоиться. Внезапно сосед ворвался в избу и закричал, что беда произошла. В поселке медведь ходит с пастью окровавленной и несет что-то в зубах. Лесник выскочил вслед за соседом. Мужчины из деревни собрались на улице и в воздух смреляли, дабы отпугнуть зверя, но хищница все равно не отступала. Увидев лесника, она опустила голову, на землю положила красный сверток и удалилась в сторону деревьев. Это была та самая медведица, за которой он год назад бежал. Мужчина подошел ближе и обнаружил, что на траве, завернутом в платье, лежит новорожденный ребенок, его внук. Старик не мог поверить своим глазам. Он понял, что должен идти вслед за медведицей. Зверь действительно показал ему путь. Медведица привела лесника к мосту заброшенному, которым давно уже никто не передвигался. Но было видно, что кто-то недавно попытался перейти его, но доски гнилые не выдержали. Тогда лесник кинулся на помощь. На камнях внизу лежали дочь его и зять. Женщина еще дышала, но муж уже не показывал признаков жизни. Благодаря помощи соседей и врачам, лесника дочь получилось спасти. Очнувшись, она рассказала, что уговорила мужа пройти пешком одну остановку, чтобы вспомнить свое детство. Они решили перейти через заброшенный мост, который в результате обрушился. Из-за стресса у женщины схватки начались. В тот момент медведица подошла к ней, а затем удалилась в лес, а сама женщина потеряла сознание. Старик понял, что медведица решила отплатить ему за спасение ее медвежонка. Это произошло в самый подходящий момент, потому что если бы не помощь хищницы, он мог потерять 3 близких людей в тот день. Друзья, если вам понравилась история, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Впереди много удивительных историй. Люблю вас!